Привет! Сегодня вы узнаете достаточно про белок, чтобы ваш результат стал еще лучше и ваше самочувствие намного улучшилось. Вы узнаете о количестве белка, о типах белка, о дефиците белка, о его последствиях. И, конечно, разберем специализированный продукт Формула-3 протеиновая смесь от компании Herbalife Nutrition. И вы узнаете, почему этот продукт отличается просто от куска мяса. Почему это не одно и то же. Это важно понимать. Сегодня мы будем говорить, как это употреблять, если вам вдруг необходимо это употреблять, а вы сами должны понять, нужно вам это или не нужно. Я лишь расскажу, что содержится внутри, как это для вас может положительно сыграть в плане улучшения общего физического состояния, коррекции веса, достижения целей каких-то. И, соответственно, зачем это нужно? И обратимся к справочнику, что говорит нам компания насчет этого продукта. Давайте начнем. Для многих людей белок равно мясо. На этом их представления о белке заканчиваются. Давайте посмотрим, какие еще виды белка есть. Условно выделяют два вида – животный и растительный. Если с животным все более-менее понятно, мясо, рыба, там, курица, морепродукты, яйца молочные, всем известны. А вот с растительным белком несколько слабее. И вот так сходу несколько видов продуктов, где содержится растительный белок, ну, мало кто может сказать. И рассказать о его важности, так это очень важная часть нашего рациона. И животный, и растительный белок должен присутствовать у нас в рационе в соотношении 50 на 50. Чем старше человек становится, тем смещение происходит в сторону растительных белков. Дальше мы посмотрим, почему это так. Наверное, вам известно, что белок помогает в формировании и поддержании мышечной массы. Поэтому он показан для физически активных людей, но никак без этого, потому что нам нужно и поддерживать, и восстанавливаться, и формировать, если есть задача, увеличить мышечную массу. Если вы думаете с позиции, что, мол, у меня нету столько тренировок, мне не надо, я не занимаюсь спортом, вам надо, потому что потом будет дефицит. И когда есть дефицит, а мы чуть попозже поговорим на эту тему, будут проблемы, а потом будет поздно. Для людей, которые снижают вес, потребление достаточного количества белка очень важная вещь. Если мы не будем потреблять белок, у нас будет уходить мышечная масса, а нам нужно снижать вес за счет жировой массы. Те люди, которые самостоятельно садятся на диету, испытывают проблемы. У них ухудшается самочувствие и ухудшается обмен веществ. Ведь обмен веществ происходит не в жировых тканях, а в мышечных. Поэтому важно следить за потреблением белка. Как мы выяснили, делятся белки на животные и на растительные. Давайте на примере. Съедая 100 грамм мяса, мы получаем около 20% белка. Так как мясо содержит еще и жир, и соответственно мы потребляем вместе с этим лишние калории. Из всех белков растительного происхождения лучше всего усваивается изолят соевого белка, более чем на 90%. В нем мало калорий, практически нет жиров. Но в чистом виде соевый белок усваивается хуже, не больше, чем на 50%. Это вам на заметку. И более половины дневной потребности организма в белке рекомендуется обеспечивать за счет потребления растительных белков. Но вот об этом я уже говорил. Если источники животных белков более-менее нам знакомы, то растительных не совсем. Давайте проговорим про соевый белок. Почему именно он? Это полноценный белок, который по питательной и пищевой ценности практически соответствует белкам животного происхождения. На заметку всем вегетарианцам, веганам и так далее. Он содержит все необходимые аминокислоты, которые соответствуют потребностям организма человека. Есть незаменимые и заменимые. Далее. Один из самых полезных источников белка для организма человека из растительных белков в целом. И соевые бобы помимо белка содержат много клетчатки, а также других важных микроэлементов. Поэтому, когда вы используете коктейль Формула-1, вы потребляете не только белок, да, и добавленные в него микроэлементы, но и клетчатку. Это тоже очень важно. И запомните основное правило: в каждом приеме пищи мы ищем белок и клетчатку. Когда я начинаю работать с человеком, я спрашиваю, сколько вы едите белка. И некоторые люди с уверенностью говорят много, так же как и с водой. Но много и мало понятия у всех разные, какая-то величина. Когда мы выясняем, оказывается, даже 1/3 нет от нормы. Так вот, какие нормы нужны? Для неактивного человека, для физиологических потребностей организма 1 грамм на килограмм веса, массы тела. Значит, пример, если я, например, вешу 80 килограмм, значит в сутки мне нужно потреблять 80 грамм белка.
Далее, человек, который в процессе снижения веса или на наборе массы, который тренируется, активен, как минимум 1-2 грамма белка на килограмм массы тела. То есть, соответственно, 80 умножаем на 1,2. Это мой вес 80, вы свой. Итак, а вот у мужчин мышечная масса больше и обмен веществ более интенсивен, чем у женщин. Поэтому их потребность в белке в среднем на 15-20% выше. И на завтрак мы должны потреблять не менее 20 грамм белка. И тогда наш день будет строиться правильно, физиологические процессы будут проходить должным образом, и мы будем контролировать аппетит. А теперь вам задание: проанализируйте ваш завтрак. Содержит ли он 20 грамм белка? Поэтому использование специализированных продуктов питания, протеиновых коктейлей на основе изолята соевого и сывороточного белка позволяет получить полноценные белки без увеличения калорийности питания. Это очень важно, особенно тем, кто следит за тем, чтобы качество тела было наиболее оптимальным. Сейчас предлагаю нам заглянуть в справочник и посмотреть, что пишет компания по поводу белка. Все-таки это эксперты, нутрициологи, и, соответственно, о продукте о самом. Значит, наша задача понимать, зачем это надо и что будет, если этого не будет в рационе у нас. Переходим к перечню непосредственно, к которому я хочу ваше внимание обратить. Недостаток белков в питании может привести к следующим негативным последствиям для организма, написано здесь. Что это такое? Это глубокие изменения в печени, нарушение деятельности желез внутренней секреции, гормональное нарушение, ухудшение усвоения питательных веществ, некоторых витаминов, полезных жиров, многих микроэлементов, проблемы с сердцем, сердечной мышцей, гипотония, дистрофия мышц, преждевременное старение, ослабление выпадения волос, ухудшение памяти и работоспособности. Организм, испытывая недостаток белка, начинает питаться собственными тканями из мышц, печени, почек, кожи, крови и так далее, что в целом ухудшает самочувствие человека. Также дефицит белка уменьшает устойчивость организма к инфекциям, так как снижается уровень образования антител, а также нарушается синтез и других защитных факторов. Более того, белковая недостаточность часто сопровождается недостатком в организме витаминов В12, А, Д и К, что в целом также сказывается на самочувствии. Белок должен присутствовать в каждом приеме пищи с равномерным поступлением по 20-30 грамм в основной прием пищи и 10 грамм во время перекуса. Не надо искать углеводы и жиры, они и так везде. Нужно искать белки в каждом приеме пищи, белок и клетчатка. Запомните эти слова. Только так происходит его максимальное усвоение, и организм получает все, что нужно, то есть не испытывает дефицит и не использует собственные ткани организма для восполнения потребностей. А потребности всегда есть, это же процесс, это биологическая машина, она работает, поскольку если человек живет, то, соответственно, все работает, все продолжает работать. И у всех одинаково причем. Помните, что я вам говорил, что рекомендуется включать в рацион животные и растительные белки в соотношении 50/50. Здесь так и написано. И не забывайте, что животный белок содержит больше жиров, чем растительный. Ну и здесь написано, что полезные белки содержатся в рыбе, яйцах, молоке без сливок, сое, в мясе птицы, молочных продуктов со сниженным содержанием жиров и красном мясе без жировых прослоек. Давайте теперь поговорим про сам продукт, что это такое. С белком мы разобрались, это есть растительный, это есть животный. Здесь два вида белка, и растительный, и животный, и это изоляты. То есть легко усваиваемые белки, практически готовые аминокислоты. Что такое изолят вообще? Из сырья взяли все самое полезное, поместили в баночку, все, минимум калорий. В одном грамме белка 4 килокалории. Вот этот минимум здесь есть. То есть вы в порцию потребляете всего лишь 20 с лишним килокалорий, но это очень мало и наиболее эффективно усваивается относительно, как я вначале показал, уже куска мяса, которому нужно приложить очень много энергии для того, чтобы его как-то усвоить и плюс еще последствия вывести из организма. Что говорит нам справочник насчет этого продукта? Давайте посмотрим. Рекомендации. Начнем с рекомендаций. Всем же важно не только знать, что, сколько вообще нужно нам белка использовать, а где и когда. То есть протеиновая смесь Формула-3 предназначена для обогащения рациона белком. Можно добавлять в ежедневный коктейль Формула-1 или какие-то другие горячие или холодные, или жидкие, или сухие продукты. Супы могут быть, какие-то соусы, йогурты.
выпечку можете добавлять. У нас замечательная кулинария, ПП кулинария. Добавляйте этот продукт, ваш ПП булочка, оладушка или блинчик станет намного питательнее и полезнее относительно купленных в магазине, да, и сделанных на обычной муке. При этом пищевая энергетическая ценность блюда в целом повышается. По питательной ценности это наиболее лучше становится для организма. И смесь не содержит сахара, не имеет вкуса и запаха. Использовать 1-2 столовые ложки смеси 1-3 раза в день. Ну, у нас есть свои мерные ложки, специальные, белые от компании Herbalife Nutrition, их и используем. Здесь мерной ложки своей нет. То есть добавлять можем его во все приемы пищи абсолютно. Можем с водой просто смешать и выпить, если вам вкус такой понравится. Хотя есть люди, которым не соленое, не сладкое, не кислое не надо. Им надо нейтральный вкус. Это как раз их решение. Поэтому, если вам нужно восполнить общее количество белка, а мясо мы не можем добавлять во все приемы пищи, ну это, я думаю, и так понятно. Особенно не рекомендую вечером увлекаться мясом. Вот этот продукт будет идеальным решением. Идеальным это будет и добавлять в коктейль на завтрак и на ужин. Но немаловажно понимать питательную ценность, что на этикетке написано. Энергетическая ценность 25 килокалорий в одной порции, 5 грамм белка, углеводов 0,2, жиров 0,3. Мы их практически не учитываем. Общая масса баночки 240 грамм, в одной порции 6 грамм сухого вещества. То есть, условно, плюс-минус 30 порций у вас будет. Добавляйте утром или вечером, или утром и вечером, или в любой другой прием пищи. И еще хочу отметить несколько важных моментов. Этот продукт одобрен Национальной ассоциацией диетологов и нутрициологов России, так же как и коктейль Формула-1 от компании Herbalife. И эти продукты прошли клинические исследования в Институте питания Российской академии медицинских наук. И не только в России. Они доказали свою эффективность клинически. Не каждая компания вообще имеет какие-либо клинические исследования. Этот продукт имеет, поэтому для многих, возможно, это и будет решающим при выборе, точнее, относительно прочих брендов. Если вы решили использовать продукт, вы используйте по максимуму и помните о дефиците белка и о последствиях, которые я вам зачитал, то, что находится в справочнике. И, возможно, если какие-то уже есть недостатки, вы с первых недель уже начнете какие-то ощущать изменения. Поэтому искренне рекомендую этот продукт. Подключайте к коктейлю и получайте свои лучшие результаты. Мои контакты в описании. Если нужна моя помощь по этому продукту или в целом по достижению результата, обращаемся, знакомимся, проводим консультацию, подбираем варианты решения и начинаем работать. Ставьте палец вверх, если нравятся мои видео, подписывайтесь, колокольчик, комментарий, будет приятно почитать. И помните то, что я вас вначале спросил.